15 августа 1977 года радиотелескоп «Большое ухо» принял странный сигнал из созвездия Стрельца. Сигнал, известный как сигнал закона, достиг интенсивности в 30 раз превышающей обычные сигналы и имел продолжительность 72 секунды. Его название происходит от записки, написанной в тот момент человеком, который его обнаружил, Джерри Р. Эманом, сотрудником проекта SETI, проекта по поиску внеземного разума, основанного НАСА в 1960 году. Сигнал ВА является одним из всех странных сигналов, полученных до сих пор, тот, который с наибольшей вероятностью был испущен разумными внеземными существами, несмотря на то, что его происхождение до сих пор остается неясным. В огромной Вселенной возрастом 40 миллиардов лет и содержащей 500 миллиардов галактик, наука убеждена, что должен существовать или должен был существовать внеземной разум. В этих просторах, казалось бы, должна быть полнота жизни. С этим убеждением люди искали его и продолжают искать непрерывно. Современные радиотелескопы отслеживают небо днем и ночью, год за годом, в поисках любых признаков внеземной разумной жизни. Тем не менее, в 2009 году все изменилось. В том году НАСА запустила в космос спутник Кеплер, и благодаря ему мы обнаружили тысячи планет, похожих на Землю, где могут быть условия для жизни. Это, несомненно, означает полную революцию в поисках внеземной разумной жизни. Учитывая важные достижения в астрофизике, некоторые ученые считают, что есть шанс обнаружить внеземной разум в ближайшие десятилетия. Сет Шостак, астроном и директор SETI по поиску внеземного разума, заявил перед научным комитетом Палаты представителей Американского Конгресса, что через пару десятилетий мы найдем доказательства его существования. Я думаю, что шансы найти его велики, и если это произойдет в ближайшие 20 лет. В зависимости от финансирования, первый контакт может быть близким. Вопрос в том, действительно ли мы хотим, чтобы они нашли нас. На что будут похожи эти формы жизни? Каковы будут их цели? Есть там кто-нибудь? Учитывая миллионы миллиардов планет, похожих на Землю, жизнь где-то еще во Вселенной без сомнения существует. На просторах Вселенной мы не одиноки. Альберт Эйнштейн: 4,5 миллиарда лет назад на просторах Вселенной образовалась Земля, наш дом. От рождения Вселенной потребовалось 14 миллиардов лет, чтобы люди появились всего 6 миллионов лет назад. Чтобы дать нам представление о времени, прошедшем до наших первых шагов, Карл Саган провел сравнение времени, в котором, если бы возраст Вселенной составлял год, большой взрыв произошел бы 1 января. 8 сентября должно было образоваться Солнце. 11 сентября сформировалась бы Земля, и мы родились бы в последний день года, 31 декабря, в 1139 году. Сколько всего, должно быть, произошло в других местах за то же время? Сегодня, когда мы посмотрим на то, что мы знаем о Вселенной и что мы знаем о происхождении жизни на этой планете,
Это наводит нас на мысль, что то же самое, что произошло здесь, вполне могло произойти и в другом месте. Итак, жизнь за пределами этой планеты вполне вероятна с точки зрения науки, которую мы знаем сегодня. Мы видим органические строительные блоки, которые необходимы для жизни на Земле. Итак, сырье, необходимое для жизни, находится там. Места, где могла бы жить жизнь, находятся где-то там. Главный вопрос в том, собираются ли они вместе и образуют вторые бытие. Мы занимаем крошечное место в необъятности Вселенной. В Млечном Пути галактики, в которой мы живем, может быть около 100 миллиардов звезд, в том числе и наше Солнце. В общей сложности его диаметр составляет около 100 световых лет. Может быть, они и есть. Может быть, их миллиард. Возможно, в галактике Млечный Путь есть 100 миллиардов планет, на которых могла бы существовать жизнь, таких планет, на которых могла бы выжить земная жизнь. Сколько из них прожили здесь свою собственную жизнь с одного конца Млечного Пути? Мы, разумная цивилизация, задаемся вопросом, возможно ли, что мы одни на всех этих просторах. В космосе просто много недвижимости, много места для жизни. Теперь мы узнали, что планеты также распространены, как дешевые отели. Они повсюду. Их триллион. Это миллион миллионов планет только в нашей собственной галактике. Если ни на одном из них нет жизни, тогда Земля – это чудо. Это чудо. И я скажу вам вот что, для ученых вера в чудеса обычно не является хорошей стратегией. Когда мы думаем о том, насколько огромна Вселенная, было бы невероятно, если бы там не было другой жизни. Только в нашей галактике сотни миллиардов звезд, а во Вселенной миллиарды галактик. Если жизнь появляется лишь на ничтожной доле этих планет, значит, жизнь распространена по всей Вселенной. Вот почему люди в своем энтузиазме к знаниям и исследованиям начали поиски разумной жизни в надежде рано или поздно найти ее или быть найденными ею. Намаз. Этот поиск может быть осуществлен двумя способами. Отслеживание сигналов, которые могут исходить от любой внеземной цивилизации, или отправка наших собственных сообщений в космос, которые когда-нибудь могут быть получены одной из этих цивилизаций. Активный сати, также иногда называемый медиасообщением, внеземной разум меняет роли местами. Вместо того, чтобы пассивно слушать сигнал от другой цивилизации, мы посылаем преднамеренные мощные сигналы к ближайшим звездам в надежде получить ответ. С этой целью в 1977 году в космос было запущено самое сложное и всеобъемлющее послание на сегодняшний день – «Звуки Земли». Трогательное вступительное сообщение, включающее в себя все, что, по мнению людей, наша внеземная цивилизация должна знать о нашем виде. Это было включено в золотую запись каждого межзвездного космического зонда Voyager, запущенного в том же году с мыса Канаверал. Это была золотая пластинка. На одной стороне были закодированные музыкальные поздравления со всего мира на 55 языках, 12-минутный звуковой монтаж эволюции жизни на Земле. А на другой стороне были фотографии. Более 100 картинок, описывающих некоторые основные математические принципы и разнообразие жизни и культуры на Земле. Содержание записи было тщательно отобрано НАСА и комитетом, возглавляемым астрономом и писателем Карлом Саганом. В аудиосекции есть приветствие на английском языке от генерального секретаря ООН и короткие сообщения на 55 языках,
приветствующие и желающие мира всем формам жизни. Исходите от детей планеты Земля. Но это было не единственное отправленное сообщение. Было несколько символических передач в другие миры. Самая известная передача в другую цивилизацию произошла в 1974 году с самого мощного в мире радиотелескопа в Аресибо, Пуэрто-Рико. Это было очень простое сообщение. Отправка заняла 3 минуты, и в ней содержится математический и научный обзор жизни на Земле. Тем не менее, поиск внеземной жизни основан не только на отправке сообщений в надежде когда-нибудь получить ответ, но и на развитии поиска сигналов, которые могут указывать на существование этой разумной жизни. SETI, как научное исследование, фактически получил свое начало в НАСА. В отделе «Наука о жизни» НАСА люди интересовались вопросом жизни за пределами Земли, и эта программа была разработана в рамках НАСА. На самом деле он был запущен в 1992 году. Это называлось микроволновой съемкой с высоким разрешением. В 1993 году сенатор Брайан из Невады прекратил финансирование SETI НАСА, и он прекратил с удвоенной силой. Так что НАСА не смогло восстановиться и вернуться в следующем году с другой программой SETI. Итак, в тот момент, поскольку мы уже создали некоммерческий институт под названием SETI Institute, чтобы помочь НАСА увеличить свои средства, поскольку оно выполняло эту работу SETI в 1993 году, мы сказали: «Хорошо, у нас есть некоммерческая организация. Мы просто собираемся выйти и собрать деньги, чтобы сделать это в частном порядке». Институт SETI в настоящее время является главным мировым учреждением, занимающимся поиском внеземного разума. Это проект под названием SETI – поиск внеземного разума. Этот поиск основан на использовании радиотелескопов. Радиотелескопы принимают радиоволны. Поскольку мы не можем отправиться в космос на борту космических кораблей, чтобы найти эту разумную жизнь. То, что мы ищем, это радиосигналы. То, что мы ищем, это сигнал, который находится в одном месте на циферблате радиоприемника. И точно так же, как когда вы слушаете радио в своей машине, вы знаете, что настраиваетесь по циферблату. Вы слышите помехи повсюду. А потом в одном месте вы оказываетесь рядом, и там есть станция. Хорошо? Это сигнал, который генерируется где-то передатчиком. Это не естественная статика. Это не похоже на квазар или пульсар, или галактики, или горячий газ, угольный газ. Все эти штуки в космосе создают радиошум, но он слышен по всему циферблату. Итак, мы ищем сигналы, которые находятся в одном месте на циферблате. И, конечно же, источник сигнала должен быть высоко в небе. Это те критерии, которые мы используем, чтобы знать, что даже если мы не знаем, что это значит, мы, по крайней мере, знаем, что они есть. Они в эфире. Одним из крупнейших проектов SETI, начатых в 2007 году, является Allen Telescope A, целью которого является установка 350 антенн для приема возможных сообщений из космоса. Мы разработали это. Мы обратились к Полу Аллену и попросили его профинансировать это. И он был щедр, чтобы профинансировать первую фазу строительства того, что мы сейчас называем телескопической решеткой Аллена. Это в Северной Калифорнии, недалеко от горы Лассен. Телескопическая система Аллена насчитывает 42 телескопа. Когда-нибудь мы надеемся довести его до 350. Проект Аллена станет самым мощным инструментом в поиске сигналов от других цивилизаций в нашей галактике с момента его запуска. Всего за несколько месяцев работы он смог проанализировать ту же площадь Вселенной, что и за последние 45 лет существования SETI. Еще один из самых известных инновационных проектов SETI – SETI at Home. Он был запущен в 1999 году астрономами Калифорнийского университета в Беркли, и в нем задействована армия миллионов интернет-пользователей-любителей. Находясь дома, любой желающий может принять участие в этом увлекательном занятии. Заставка анализирует некоторые данные, поступающие с радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. На сегодняшний день более 5 миллионов человек со всего мира приняли участие и обрабатывают всю информацию, полученную радиотелескопом Аресибо. Проект SETI at Home вырос так быстро, что стал крупнейшим в своем роде.
Оба проекта Allen Telescope и SETI at Home стали огромным шагом вперед в поисках разумных, дающих надежду на открытие в ближайшем будущем. Но, несомненно, то, что радикально изменило и подтолкнуло поиск внеземной разумной жизни, это миссия Кеплер, которая сосредоточена на поиске потенциально пригодных для жизни планет. Он был запущен НАСА 6 марта 2009 года и вращается вокруг Солнца в поисках внесолнечных планет, похожих на Землю, где может быть возможна жизнь. Кеплер, космический телескоп, запущенный около 5 лет назад, находится в поиске планет. Кеплер обнаружил буквально тысячи планет или планетных кандидатов. Это машина для поиска планет. Космический корабль Кеплер изменил правила игры в поисках других разумных существ. Кеплер теперь может сказать нам, вокруг каких звезд вращаются планеты и какие из этих звезд похожи на Землю. Это означает, что теперь мы знаем, куда мы можем направить наши телескопы, чтобы найти двойника Земли. В 2011 году, впервые в истории, Кеплер предоставил ученым перепись Млечного Пути. Впервые в истории мы можем подсчитать, сколько звезд в Млечном Пути могут иметь планеты, подобные нашей, около миллиарда. Итак, один из больших триумфов астрономии за последние 2 десятилетия – показать, что у большинства звезд есть планеты. Это планеты повсюду. Согласно имеющимся данным, планет больше, чем звезд. В ближайшем будущем только в нашей галактике могут быть обнаружены миллионы пригодных для жизни планет. Кеплер показал, что, возможно, у каждой 5-й звезды есть планета, на которой могут быть жидкие океаны, немного атмосферы. Другими словами, такое место, где вы, возможно, захотите построить себе дом. Итак, 1 из 5 означает, что только в нашей галактике есть десятки тысяч миллионов двоюродных братьев Земли. Это очень много недвижимости. Эти данные имеют решающее значение для ответа на вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, и помогают нам разрешить некоторые неизвестные одного из самых известных уравнений в астрофизике – уравнение Дрейка, которое в настоящее время представляет большой интерес. Уравнение Дрейка – это способ решить все вопросы, наиболее важные для определения того, сколько цивилизаций существует в нашей галактике, пытающихся установить контакт. Уравнение Дрейка рассматривает 7 независимых факторов и пытается присвоить каждому из них число. Итак, вы умножаете все это и получаете число, которое мы называем им. Количество потенциально коммуникативных цивилизаций в Млечном Пути. Наша звезда – это скорость, с которой звезды рождались в галактике Млечный Путь за последние несколько миллиардов лет. Значит, это число равно звездам в год. Нашей галактике 10 миллиардов лет, и в начале ее истории звезды формировались с другой скоростью. Все коэффициенты f – это дроби. Каждый из них должен быть меньше или равен единице. f sub p – это доля звезд, у которых есть планеты. n sub p – это среднее число обитаемых планет в любой планетной системе. f sub l – это доля планет, на которых действительно зарождается жизнь, а f sub i – это доля всех тех форм жизни, которые развивают интеллект. FC – это часть разумной жизни, которая развивает цивилизацию, которая решает использовать какую-то технологию передачи. И, наконец, фактор долголетия. В среднем, сколько лет продолжают работать эти передатчики? Это, пожалуй, самый неуловимый член уравнения Дрейка. Когда мы смотрим в наше собственное будущее, мы задаемся вопросом, выживем ли мы как технологически развитая цивилизация. Мы продержимся достаточно долго, чтобы установить контакт. Это большая неизвестность. Уравнение Дрейка включает в себя ряд членов, значения которых мы не можем точно знать. Это просто фантастическая структура, с помощью которой мы можем организовать наше невежество. Поскольку вы не можете решить уравнение, в этом уравнении нет правильных ответов. Еще нет. По мере того, как мы переходим к более биологическим и культурным терминам уравнения Дрейка, мы переходим к областям, в которых мы не уверены.
Но в течение последних нескольких лет мы видели, как экзопланеты возникали на наших глазах, главным образом благодаря космическому спутнику Кеплер. Когда Фрэнк Дрейк первый записал уравнение Дрейка еще в 1961 году, он вложил свои личные оценки в каждый из этих факторов и получил число. Его оценка, которая составляла 10. Итак, в пределах галактики Млечный Путь, состоящий из 100 миллиардов звезд, он думал, что 10 из этих звезд могут содержать технологические цивилизации. Что мы знаем сейчас такого, чего не знали в 1961 году? Мы знаем один или два из этих терминов немного лучше, и они отчасти согласуются с оптимистичными оценками, которые были сделаны 5060 лет назад. Есть и другие оценки, которые крайне пессимистичны. Есть только один, и это мы. У Карла Сагана была более оптимистичная цифра. Он сказал, что, вероятно, 1 миллион – это его предположение. Мы думаем, что знаем, что R* и N sub b – это числа, которые ближе к 10, чем, скажем, к единице, и все коэффициенты f меньше единицы. Некоторые из них могут быть намного меньше 1, но из всех этих неизвестных самое большое неизвестное – это L. Так что, возможно, самая полезная версия уравнения Дрейка – это просто сказать, что n приблизительно равно L. Информация в этом уравнении очень ясна. Если L невелико, n будет маленьким. И это оценки только для нашей галактики. Но у нас есть оценки не только для нашей галактики, но и для видимой Вселенной. Этот факт умножает шансы на существование внеземного разума. Космический телескоп Хаббл дал нам приблизительный расчет общего числа галактик в жизнеспособной Вселенной – 100 миллиардов. Таким образом, мы можем подсчитать количество планет, похожих на Землю, в видимой Вселенной – триллион планет, похожих на Землю. Возраст Вселенной составляет 14 миллиардов лет, так что было достаточно времени для возникновения и, возможно, падения разумных империй. Было бы чудесно, если бы нигде и никогда не существовало другой развитой цивилизации. Это всего лишь вопрос времени, пока мы их не найдем. Технология радиотелескопов становится все более и более продвинутой, и некоторые ученые полагают, что первые доказательства будут найдены в ближайшие десятилетия. До сих пор мы очень внимательно изучили немногим более 10 звезд с помощью телескопа Аллена. В ближайшие пару десятилетий это будет 1 миллион звезд. И к тому времени, когда вы посмотрите на 1 миллион звезд, это разумное число, чтобы найти разумную жизнь, если она действительно существует. На самом деле такие люди, как Рейк Винтер и Дэниел Коэн, говорили, что 20 век был веком физики. 21 век будет веком биологии. Но мои коллеги, астробиологи и молодые ученые говорят, да, век биологии на Земле и за его пределами наступит в этом веке. Этот 21 век вполне может предоставить нам доказательства существования жизни за пределами Земли и биохимии, которая отличается от единственно известной нам. Вероятность неминуемого обнаружения влечет за собой спорный вопрос, каким будет первый контакт. Что могут сказать человеческие существа другому разумному виду? Какое вступительное послание мы можем составить о людях? Это вид, который обитает на одном из краев Вселенной и который развился достаточно, чтобы задаться вопросом, есть ли там кто-нибудь еще, или попытаться найти их. Должен быть совещательный процесс, чтобы подумать о том, как мы хотим представить себя другим мирам. И это динамичный разговор, который мы сейчас ведем в научном сообществе. Должны ли мы передавать? Если мы это сделаем, кто должен говорить от имени Земли? Что они должны сказать? На каком языке? Как? Это непростая задача – обдумать наше первое знакомство с внеземным разумом и еще более сложный вопрос о том, как составить это сообщение, чтобы его поняли. Как бы мы сказали что-то значимое другой цивилизации?
Это будет один из самых грандиозных интеллектуальных вызовов, с которыми когда-либо сталкивалось человечество. Составить сообщение, которое может быть понято инопланетянами, будет чрезвычайно сложно, и разговор может оказаться невозможным. Чтобы установить контакт с другой цивилизацией и по-настоящему понять их, мы должны найти язык, который поймет любой ученый, занимающийся SETI в любой точке галактики. Это то, что называется активным SETI или медиасообщением с внеземным разумом. Если вы можете построить радиопередатчик в любой точке галактики, вы должны знать, что 2 плюс 2 равно 4. Итак, именно такие базовые математические принципы мы используем в качестве основы для языка общения с инопланетянами. С точки зрения содержания сообщения, того, как оно должно быть отправлено и что в нем должно быть сказано, что бы мы сказали о себе и каковы эффективные схемы кодирования. А как мы можем предоставить учебное пособие, чтобы они могли понять, что это за схема? Мое предложение состоит в том, чтобы отправить интернет, отправить столько информации, чтобы они могли просматривать ее и находить картинки, видео, звуки. Текст, конечно, и они смогут понять это, вроде как иероглифы. Несколько сообщений уже отправлено в космос, и мы надеемся когда-нибудь получить ответ. Первое отправленное сообщение было прикреплено к космическому зонду Pioneer X, запущенному НАСА с мыса Канаверал 2 марта 1972 года. К зонду была прикреплена пластина из золотистого анодированного алюминия, разработанная астрономами Карлом Саганом и Фрэнсисом Дрейком. Это было что-то вроде межзвездного послания в бутылке. На нем появляются рисунки двух человеческих фигур, одной женской и одной мужской, с изображением космического корабля позади них, чтобы показать пропорции человеческих силуэтов. Наш адрес во Вселенной также был включен, а также схема нашей Солнечной системы. Еще одна подобная табличка была прикреплена к Пионеру 11. Следующее сообщение, отправленное в 1974 году, было разработано доктором Фрэнком Дрейком и передано радиотелескопом Аресибо в Пуэрто-Рико. Это сообщение широко известно как сообщение Аресибо. Это было очень простое сообщение. Отправка заняла 3 минуты, и в ней содержится математический и научный обзор жизни на Земле. Это начинается с описания нашей системы счисления в двоичном коде чисел от 1 до 10. А затем с использованием этих чисел дается описание химических элементов, которые необходимы для жизни на Земле. И как только мы сможем поговорить об этих химических веществах, мы сможем поговорить о том, как они объединяются в молекулы, включая ДНК. Ядро нашего генетического материала здесь, на Земле. Сообщение Аресибо также содержало описание нашей Солнечной системы, население нашей Земли, даже схему телескопа, который использовался для передачи сообщения. В 1977 году был выпущен «Звуки Земли», самое сложное и всеобъемлющее послание на сегодняшний день. Записанные на золотых пластинках, они были прикреплены друг к другу на космических кораблях Voyager. Помимо приветствий на 55 языках, они включали аудиосекцию, посвященную звукам Земли, вулканам, молниям, ветру, смеху и посланию на латыни «Per aspera ad astra» через трудности к звездам азбукой Морзе. Также были включены эклектичные подборки музыки из разных культур. Второй Бранденбургский концерт Баха, волшебная флейта Моцарта, меланхолический блюз Луи Армстронга, Пятая симфония Бетховена, а также традиционная музыка из разных культур. В дополнение к аудиозаписи было отправлено 116 фотографий, показывающих различные формы жизни на Земле и человеческое общество. Математические определения, структура ДНК, схема оплодотворения и рождения, скрипка с музыкальными нотами и так далее. Кто-нибудь получит эти сообщения? Будет ли у нас ответ?
Но прежде всего, какими будут те, кто получит это послание? Я думаю, что одна из лучших вещей в поиске жизни второго генезиса, которая не связана с нами где-то еще, будет заключаться в том, чтобы начать понимать, как биология может быть другой. Я имею в виду, мы даже не знаем, будет ли у них похожая биохимия. Но с другой стороны, вы знаете, что мы углеродосодержащие формы жизни. И углерод, который, конечно же, есть во всей Вселенной, великолепно соединяется с другими атомами, образуя сложную химию. И поскольку это то, чем мы являемся, вы знаете, они могут быть углеродной основой. Это не безумие. Нам трудно понять, какие могут быть другие способы. Мы работаем над этим снизу вверх, с синтетической биологией, пытающейся построить жизнь другими способами. Но я думаю, что жизнь в других местах эволюционирует, чтобы быть идеально приспособленной к окружающей среде. Если окружающая среда похожа на нашу, то на самом деле может быть много общего. Если окружающая среда сильно отличается от той, которой мы наслаждаемся здесь, на этой планете, то я думаю, что это невообразимо. Я бы с удовольствием выяснила, чего мы не можем себе представить. На самом деле, когда мы представляем себе, с какими существами мы можем вступить в контакт, они могут вообще не быть биологическими существами. На Земле мы ожидаем, что компьютеры станут достаточно продвинутыми, чтобы в следующем столетии или около того они могли даже заслужить термин «интеллект». Итак, если мы вступим в контакт с цивилизацией, которая на тысячи или миллионы лет более развита, чем мы, интеллект на другом конце линии может быть искусственным интеллектом. Эти гипотетические формы жизни, возможно, давным-давно отказались от своих биологических тел, чтобы создать компьютерное тело. У них может быть возможность создать квантовый компьютер с необычайной вычислительной мощностью, сверхинтеллектуальное устройство с такой же производительностью, как у обычного компьютера, занимающего целую планету. Тогда они, возможно, потеряли свое самосознание, чтобы быть поглощенными глобальной цифровой сетью разумов, великим коллективным сознанием. Но с точки зрения того, на что они будут похожи, как они будут выглядеть, никто не может точно сказать, кроме этого. Вероятно, в течение 100 лет мы собираемся разработать мыслящие машины здесь, на Земле. Поэтому я думаю, что очень вероятно, что если вы действительно улавливаете сигнал, исходящий откуда-то еще, он исходит не от какого-то биологического существа. Это исходит от машины. Поиск внеземного разума на самом деле не отличается от поиска нашего собственного будущего. Абсолютное незнание возможных целей внеземного разума – это то, что заставило некоторых ученых высказать свои опасения по поводу объявления о нашем существовании инопланетянам. По крайней мере до тех пор, пока мы не узнаем их намерения по отношению к нам. Активный город – это спорная тема, не меньше, чем предупреждал космолог Стивен Хокинг. Не передавайте инопланетянам, когда он сказал, что в 2010 году его беспокоило то, что инопланетяне могут вторгнуться на Землю, чтобы заминировать нашу планету, забрав наши редкие ресурсы. Ну, Хокинг гений, но он не может предсказать будущее, и поэтому он никак не мог сказать, что планеты, похожие на Землю, распространены повсюду. Но даже если есть опасность, даже если другая цивилизация может прийти на Землю, уже слишком поздно скрывать наше существование. Любая цивилизация, обладающая способностью путешествовать между звездами, уже может улавливать наши радио и телевизионные сигналы, которые просачиваются в космос. Нет никакой дополнительной опасности передачи сигналов через активную настройку. В любом случае, учитывая данные, которые мы теперь знаем, первый контакт может быть возможен в ближайшее время. Также возможно, что какая-то цивилизация уже прослушала наши сообщения. Тем не менее, как это возможно, что если существуют другие цивилизации, мы еще не получили никаких доказательств их существования. Это то, что известно как парадокс Ферми. Физик Энрико Ферми, как известно, спросил, где они. Идея заключалась в том, что если Вселенная на самом деле населена жизнью, то почему они не пришли сюда? Формулировка этого парадокса возникла, когда физик Энрико Ферми работал над Манхэттенским проектом, целью которого была разработка атомной бомбы США.
Ответ Ферми на его парадокс состоял в том, что каждая развитая цивилизация развивается вместе со своей технологией, потенциально способной уничтожить саму себя, как считалось в то время. Тот факт, что другие внеземные цивилизации не были обнаружены, означал для него трагический конец человечества. Однако существует несколько возможных решений парадокса Ферми. Они действительно существуют, но они не общаются с нами. Они действительно существуют и общаются, но мы их не слышим. Они действительно существуют и были здесь, но нас там не было. Они действительно существуют, но большинство людей еще не знают об этом. Они исчезли. Возможно, эти цивилизации уже уничтожили себя в результате ядерной войны или по какой-то другой причине. Но мы находим еще больше решений этого парадокса. Есть много ответов на парадокс Ферми. Одна из них заключается в том, что на самом деле очень трудно путешествовать между звездами. Вы знаете, даже в течение длительных периодов времени. Это отнимает много энергии. Это требует большой самоотдачи. И все, что вы можете получить с точки зрения информации, вы могли бы получить намного дешевле, просто посылая радиосигналы. Другое возможное решение заключается в том, что мы им не интересны. Если бы какая-то цивилизация смогла прийти на Землю со звезд, она должна была бы быть в тысячи или миллионы раз более развитой, чем наша. И у нас, возможно, не было бы ничего интересного, чтобы предложить им. Такая цивилизация может считать нас такими же примитивными, как мы считаем простой улей. Имеет ли какой-нибудь смысл для нас взаимодействовать с пчелами и пытаться заставить их понять наши достижения в области космических полетов, ядерной энергетики или квантовой механики? Или, может быть, есть колонизация, и мы просто случайно ее не видим, потому что ее нет поблизости, или это не очень очевидно? Парадоксально, но галактика может быть заполнена разумными формами жизни, но мы настолько примитивны, что даже не осознаем этого. Другое объяснение парадокса Ферми заключается в том, что мы, возможно, уже получили эти сигналы, но мы этого не осознали. Мы не воспринимали сигналы, или мы не смогли их понять или расшифровать. В данном случае были получены какие-то странные сигналы из космоса. Их происхождение в настоящее время исследуется, и они поставили серьезные вопросы перед учеными. Самый известный сигнал, который был обнаружен, поступил в 1977 году. Это было на радиотелескопе Бикер университета штата Огайо, и в ходе прослушивания сигналов от другой цивилизации было получено сильное сообщение, которое распространялось по частоте. Это выглядело точно так же, как сигнал, который мы хотели бы получить от ИТ во время его работы в ночную смену 15 июля 1919 года. 77 Джерри Эрман, профессор Государственного университета Огайо и волонтер проекта SETI, наблюдал странную транскрипцию радиосигнала, сделанного компьютером в секции компьютера. Подайте бумагу, чтобы позже подтвердить, что это был самый интенсивный аномальный сигнал, обнаруженный до этого момента радиотелескопом. Сигнал неизвестного происхождения имел продолжительность 72 секунды и достиг интенсивности в 30 раз превышающей обычные сигналы и исходил из созвездия Стрельца. На самом деле это было настолько поразительно, что когда техник просматривал распечатку на следующее утро, он написал «Вау» на полях, и это стало известно как сигнал «Вау». Компьютер обработал полученные сигналы в серию буквенно-цифровых символов. Он записал последовательность 6 эквалайзеров I5, которая до сегодняшнего дня держала международное научное сообщество в напряжении. Иман и его команда подробно изучили сигнал. В конце концов, они смогли исключить, что это было частью какого-либо вмешательства, исходящего с Земли. Итак, в течение следующего месяца операторы радиотелескопа пытались изменить положение сигнала, но им это не удалось. Много раз за прошедшие с тех пор десятилетия астрономы смотрели на одну и ту же часть неба, чтобы посмотреть, смогут ли они снова обнаружить сигнал «Вау». Но нам так и не удалось его воспроизвести. Итак, ключ к прогрессу в SETI
это способность находить сигнал, который выглядит так же хорошо, как биосигнал. Но теперь, чтобы иметь возможность найти его не один раз, а снова и снова. Сегодня происхождение этого сигнала все еще расследуется. Другим сигналом, который вызвал важные дебаты, был радиоисточник ШКП-2-14A, обнаруженный в марте 2003 года SETI у себя дома, и объявленный в журнале New Scientist 1 сентября 2004 года. С момента запуска SETI дома было обнаружено более 5 миллиардов сигналов, которые из-за их математического профиля или отсутствия повторения во времени были исключены. Среди всех них кандидат ШКП-2+14A был одним из очень немногих, который был подтвержден снова, и единственным, который сохранил высокий статистический шанс быть разумным и внеземного происхождения. Другим важным сигналом был сигнал, наблюдаемый австралийским астрономом Регбером Бато, сотрудником SETI, который обнаружил странный сигнал, близкий к тому, что годы спустя будет подтверждено НАСА как первая обитаемая планета G581, всего в 20 световых годах от нас. На веб-сайте НАСА в разделе «Астрологическая картина дня» мы нашли объяснение этому сигналу. Никто точно не знает, что вызвало этот сигнал. Существует небольшая вероятность того, что это просто может исходить от внеземного разума. Многие необычные сигналы из космоса остаются неопознанными. Изучение сигналов, возможно излучаемых внеземным разумом, это деликатный вопрос, который требует большого подтверждения. Первый, если вы думаете, что получили сигнал от инопланетянина, обязательно проконсультируйтесь с коллегами, перепроверьте свои данные. А во-вторых, если вы действительно уверены, что нашли это, расскажите всему миру. Несмотря на бесчисленные предположения о возможном контакте или некоторых доказательствах, которые скрываются, SETI заявляет, что мы еще не получили подтвержденный сигнал, и дает понять, что насколько это касается SETI, это не было бы частью информации, которую можно было бы скрыть. Многие люди в этой стране считают, что федеральное правительство будет скрывать все это, потому что общественность не сможет справиться с новостями. Но мы знаем, что это неправда, потому что у нас были ложные тревоги. И что на самом деле происходит, так это то, что средства массовой информации очень заинтересованы. Газеты, радиопередачи, телешоу. Они сразу же звонят вам, если вы получаете какой-либо интересный сигнал. Итак, согласно протоколу SETI, в тот день, когда они подтвердят первый сигнал, указывающий на наличие внеземного разума, они сообщат эту новость всему миру, что, учитывая технологические достижения, может произойти в течение короткого времени. Сет Шостак заявил перед научным комитетом Палаты представителей Американского Конгресса, что через пару десятилетий мы найдем доказательства его существования. Я думаю, шансы найти его велики, и если это произойдет в ближайшие 20 лет, в зависимости от финансирования. Есть своего рода предположения относительно того, сколько обществ может вещать, и эти предположения варьируются, может быть, от 10 до миллиона. Ну, если тогда правильное число находится где-то в этом диапазоне, то мы должны найти что-то в течение нескольких десятилетий. Чтобы вы знали, это не похоже на строительство соборов в средние века. Это то, что сработает в течение одного поколения, если это вообще сработает. Если бы мне пришлось держать пари, когда мы обнаружим разум за пределами Земли, я бы сказал, что в ближайшие 20 лет. И это просто потому, что технологии постоянно развиваются. Успех SETI зависит от вычислительной мощности. Что будет дальше? Что произойдет, когда мы получим сигнал и он будет подтвержден как внеземной? Как это повлияет на нашу жизнь, наши приоритеты, нашу концепцию мира и нашу собственную идентичность? Готово ли человечество? Так что же произойдет, если мы обнаружим сигнал? Если мы найдем доказательства того, что они там, вы знаете, люди все равно пойдут на работу на следующий день или пойдут в школу. Они все равно будут ходить в школу. Они не будут разводиться со своими супругами. Это не будут гражданские беспорядки. Они не будут устраивать беспорядки на улицах. Просто мы узнаем что-то действительно важное. Как бы ни была прекрасна Земля,
Как бы ни был прекрасен наш вид, мы не единственные дети в квартале, и я думаю, приятно знать, что если это правда, то в январе 2010 года Королевское общество провело конференцию под названием «Обнаружение внеземной жизни и последствия для науки и общества». Вступление к конференции было следующим. Астрономы теперь могут обнаруживать планеты, на которых может существовать жизнь, и живущее поколение может увидеть признаки обнаружения внеземной жизни. Если окажется, что мы не одиноки во Вселенной, это коренным образом повлияет на то, как человечество понимает себя, и мы должны быть готовы к последствиям в долгосрочной перспективе. Если бы вы действительно получили сообщение и смогли его понять, конечно, это могло бы очень сильно изменить ситуацию. Представьте, что вы даете, я не знаю, неандертальцам ключи от вашей местной библиотеки. Скажите, возможно, вы захотите прочитать кое-что из этого материала. Я имею в виду, что это изменило бы для них все. Так что такой потенциал есть, хотя я думаю, что это довольно надуманная идея. Обеспокоенная тем, что открытие может быть близко, человечество медленно начало готовиться к установлению протокольной процедуры. Не будет представлена ни страна, ни коллектив людей, а все человечество. Существует протокол, называемый Декларацией принципов, касающийся действий после обнаружения внеземного разума, и в нем содержатся рекомендации о том, что нам делать дальше. Самый фундаментальный вопрос, поднятый в этом протоколе, заключается в том, что прежде чем будет получен ответ, должна быть проведена широкая глобальная дискуссия о том, что если мы хотим поговорить с другой цивилизацией, если мы хотим отправить ответ, это должен быть ответ, который собрал глобальный вклад. Это не было передано в институт SETI или в какую-либо другую организацию. Сообщение было передано на Землю. Это принадлежит всей Земле. Это должно быть широко распространено. Большинство ученых согласны с тем, что подобное открытие изменило бы и трансформировало статус-кво во многих отношениях. Каково было бы его влияние на наше общество, нашу науку, нашу технологию или нашу религию? Итак, для меня обнаружение другой цивилизации – это способ прийти к лучшему пониманию того, кто мы есть как человеческие существа. Это означало бы возможность увидеть, являются ли способы познания, которые мы разработали здесь на Земле, наша математика, наша наука, наши способы самовыражения, наша музыка, наше искусство, они каким-то образом связаны с чем-то, что выходит за пределы Земли, или они являются исключительно нашими. Это открытие будет на том же уровне, что и открытие Коперника и Дарвина, а также трансформирующие события в истории человечества. Однако пройдут десятилетия, прежде чем люди привыкнут к идее, что мы не одни во Вселенной, и ее истинное значение глубоко укоренится. Как это произошло с гелиоцентрической космологией и биологической эволюцией. Вполне вероятно, что наш первый контакт с внеземной цивилизацией произойдет, когда массив телескопов Аллена обнаружит сообщение, которое, наконец, подтвердит существование внеземной разумной жизни. Или когда один из людей, подключенных к проекту SETI at Home, объявит, что его компьютер расшифровал некоторые сигналы телескопа и Росибо. Тогда наш первый контакт будет однонаправленным разговором. Мы можем случайно уловить какое-нибудь разумное сообщение, но могут пройти десятилетия или столетия, прежде чем наш ответ дойдет до них. Учитывая огромные расстояния во Вселенной, позвольте мне рассказать вам, как я надеюсь на влияние обнаружения удаленной технологии. Я надеюсь, что мы сможем дать понять людям на этой планете, что контакт произошел только потому, что в среднем технологические цивилизации живут долго. Мы сидим здесь как очень молодая технология, и мы буквально не знаем, возможно ли состариться, быть достаточно мудрыми, чтобы управлять нашим населением, заботиться о нашей планете, идти вперед в далекое будущее, в далекие космические времена. Но если мы найдем кого-то другого, мы знаем ответ на этот вопрос. Мы получили доказательство существования. Можно состариться.
Кто-то другой придумал, как это сделать, и я надеюсь, что это побудит нас найти решение проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы знаем, что кто-то еще преодолел это узкое место, этот технологический подростковый возраст. Я надеюсь, что это побудит нас найти ответы для самих себя. Сегодня мы знаем, что первый контакт может произойти через не слишком долгое время. Нелегко понять, что произойдет в этом первом сообщении, будет ли это что-то позитивное или вредное.